Ребята, привет! Ребятки, привет! Мы в Барселоне. Да, мы в Испании. Наши приключения в Барселоне начинаются... Саграда Фамилии. Это самая известная достопримечательность в Барселоне. И давайте подробно. Что почем, сколько стоит и сколько на это нужно времени. Погнали! Ребята, есть два варианта купить билеты в Саграду Фамилию. Можно купить непосредственно в кассе, но здесь уже собирается очередь. Мы купили заранее билеты в интернете. Билет стоит 26 евро с аудиогидом. Мы прошли достаточно быстро, очереди не было, но при входе нас... Обыскали полностью, как в аэропорту. Все сняли, все И заставили проверили. даже дрон оставить на хранение, пока мы не выйдем, не пустили. Да, даже заставили показать последнее видео в камере. Вообще сложно. Ну, идем посмотрим, что внутри. Вообще Саграда считается символом Барселоны, и она уже очень долго строится, больше 137 лет. Говорят, что хотят закончить к 2026 году, но Мало в это верится. мало верится, да. И идем посмотрим на этот грандиозный, чудесный лес внутри. Если сам Антонио и решил, что внутри храм будет пустым, то это весьма относительная пустота, потому что вы сразу же встретите лес волшебных колонн. То ничего подобного нет ни в одном другом храме мира. Вы не увидите внутри храма обилие скульптур, нет привычных атрибутов и оформления. Всего лишь две скульптуры Девы Марии и Иосифа находятся над двумя входами внутри храма. Для верующих отгорожен небольшой закуток, где они могут без суеты помолиться, куда туристов не пускают. Здесь проходила служба только что. Когда Гауди приступил к работе, у него не было готового проекта. Он вообще предпочитал импровизировать на строительной площадке. По-другому он и не мог работать. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно расти свободно и естественно. Он черпал вдохновение в живой природе, в обыкновенных деревьях, с ветвями и листьями. В храме он насадил целый лес колонн, ветви которых перекрывают свод ажурной лесной паутины. А благодаря оригинальным решениям архитектора и, конечно, витражам, солнечный свет окрашивает пространство в разные цвета. Солнечный свет как будто перемещается по храму от холодного белого до теплого оранжевого. Выглядит это просто волшебно. Лестница в небеса. Даже лифт есть. Да, этот Антонио Гауди был повернутый на архитектуре. План здания выполнен в виде латинского креста, и это единственное сходство этого футуристического сооружения с обычными каталонскими церквями и храмами. Детали интерьера, мимо которого не пройдешь, это балдахин главного алтаря. Уж очень он похож на парашютный купол. Правильное название этой конструкции – балдахин, который является необходимым третьим элементом Святой Троицы. Гауди задумала выполнить три фасада. Это Рождество, Страсти Христовы и Воскресенье. При жизни Гауди был завершен только фасад храма Рождества. Скульптуры фасада Гауди выполняла в натуральную величину. Что интересно, для фигуры младенцев архитектор делал гипсовые слепки с мертворожденных детей, а чтобы сделать слепок с животного, он предварительно погружал его в сон с помощью хлороформа. На фасаде точно воспроизведены растения, а между башнями высится рождественское дерево. Насколько же внимательно и с любовью отнесся Гауди буквально к каждому квадратному сантиметру своего произведения. Отделка здания и декор просто поражает воображение количеством деталей.
Продуманные сюжеты, линии, переходы, сочетание различных стилей. Это модерн и готика, христианские традиции, немного барокко. Это совершенно гармоничная композиция, в которой нет ничего лишнего. Если ворота фасада Рождества украшены цветами, листьями, жуками и птицами, то ворота страстей покрыты текстами молитвы «Отче наш» на 50 языках. В день, когда в Барселоне был торжественно пущен первый трамвай, через несколько часов после открытия движения, под колеса вагона попал какой-то нищий старик. Его отвезли в больницу, где он вскоре скончался. Тело уже собрались отправить в общую могилу, но одна из сотрудниц госпиталя опознала тело. Это был Антонио Гауди. Похоронили архитектора в крипте Саграда Фамилия, храме, который он считал главным делом своей жизни. Саграда Фамилия – творение великого и немного сумасшедшего гения. А вы как считаете? Напишите в комментариях. Под собором находится небольшой музей, посвященный строительству церкви. В музее представлена хронология создания Саграда Фамилия, чертежи и рисунки Гауди, отдельные детали, фрагменты. Гауди вникал во все возможные мелочи, придумывал особые формы, даже для подсвечников и колоколов, ни один элемент не оставляя без внимания. Вот он, один из куполов. Макет. Здесь архитекторы воплощают свои мечты, свои идеи в реальность. Сначала тренируются на таких фигурках, после чего начинают строить в реальности. Ух ты! Ой, как это классно выглядит! Вот видишь, когда проходит служба, сколько здесь народа. Детки, здесь еще присутствует внутри школа для деток. Вот такие парты. В первые дни строительства Ла Саграда Фамилия Гауди построил рядом одноименную школу. Она предназначалась для детей-строителей и их рабочих, которые были на занятиях, пока их отцы проводили дни и ночи, строя одно из самых великолепных сооружений в Европе. Все как в обычной школе. Здесь сидят детки, это учитель. И рассказывает, делает подсчеты на доске. Это одноэтажное здание представляет собой прямоугольник. Стены и крыши имеют волнистую форму, что придает конструкции очень легкий вид, но прежде всего большую прочность. Оставайтесь с нами. И не забывай подписываться. Ребят, по городу можно передвигаться на общественном транспорте, он очень хорошо развит. Есть метро, трамваи, автобусы, но мы выбрали немножко другой способ. Это туристический автобус. Есть две компании, Барселона Бас Туристик и Барселона Сити Тур. Мы выбрали Барселона Сити Тур. Потому что у них более компактный маршрут по городу. Билеты можно купить в киосках, которые находятся по маршруту. Маршрут, в принципе, карта маршрута есть в любом из таких вот красных киосков. Барселона Тур. И в киоске он стоит чуть дороже, 40 евро, а если купить онлайном на сайте, 36 евро. Этот билет действительно двое суток, 36 евро. По маршруту есть две линии, красная и зеленая, и в течение 2 дней вы можете пересаживаться с маршрута на маршрут, выходить, заходить где вам угодно, где вы увидели какую-то достопримечательность.
Мы выбрали этот вариант, так как по пути можно посмотреть только какие-то... Интересные места и не останавливаться на лишних остановках, как едет просто автобус городской. Ну, погнали посмотрим, что там. Не хотят вылазить попугаи из своего гнезда. Вот там у них гнездо. Ребята, следующая остановка по нашему автобусному маршруту – это парк Гуэль. Очень прикольное место. Развеяться, отдохнуть от городских будней, вообще просто подышать свежим воздухом. Очень интересная локация, пряничные домики, красивая природа и строения необычные вообще. По ценам. Значит, билеты мы хотели купить на сайте, но на сайте показалось, что нет свободных билетов. На наше время запланированное. Поэтому мы решили купить билеты прямо в кассе здесь при входе в парк. Билет стоил 10 евро с человека. Гуляй сколько хочешь. Погнали посмотрим, что здесь есть. Да, здесь есть балкончики такие, можно посидеть, стульчики такие. Ирка уже уселась. Ну как, Ирка, тебе парк? Красивый. Автором проекта является Антонио Гауди, а заказчиком ACB Гуэль. Парковый комплекс – это огромная территория с жилыми домами, комфортными зонами отдыха, живописными садами, теннисными аллеями, причудливыми террасами. Отсюда такой потрясающий вид открывается на Барселону. А там вдали порт видно. Такие алоэ растут. Они как кактусы такие большие. А мы двигаемся наверх. Попробуем запустить дрона. Может быть, нас не арестуют. Идея парка – это создать для состоятельных и влиятельных людей жилой комплекс в экологически чистом месте в Испании. Но идея провалилась. Из 60 объектов было продано всего лишь 3 дома. В одном из них проживал сам Антонио Гауди. Парк очень красивый. Очень большое количество попугаев. Здесь на каждой пальме гнезда. Есть вот такие прикольные лавочки, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться пейзажем Барселоны со смотровой площадочки. Не знаю, слышно вас, вам попугаев или не слышно? На террасе находится скамейка, официально признанная самой длинной. Ее протяженность 110 метров. Она украшена самыми обычными отходами, которые оставались после строительных работ. Это осколки керамики, стекла, щебня. Отходы свозились со многих строек в Барселоне. Сейчас пройдем до балкончика и посмотрим, что здесь можно увидеть. Пряничные домики. Кто хотел пряничные домики? Вот они. Сказочно выглядит вход в парк, по бокам от которого стоят 2 огромных пряничных домика с белыми, словно глазированными крышами, украшенные конфетками.
таком исполнении скамеечка. Вообще просто шикарно сделано. Кстати, вы знаете, что эта форма специально сделана для спины? Ирка, а ну сядь, проверь. Удобно так сидеть или нет? Удобно? Такой слив для воды. Не знаю, это для чего. Это под спину такой упор специальный. А знаете, как ее выполнил Антонио Гауди? Он посадил рабочего, и вот так вот он вылепил форму спины этого рабочего в мягком бетоне. Но потом он затвердел. Ну, конечно. И вот так вот создал форму. Мозаика. Она была Мозаика собрана из ближайшей фабрики. Это все выброшенные материалы. И вот они здесь пригодились все. Мусор, но выглядит просто необычно, изящно. Мы присели отдохнуть немножечко на эту удобную лавочку. Парк хороший, воздух вообще великолепный, дышится так классно, необычные запахи. Территория очень большая. Ой, голуби летают прям чуть ли не до головы. Погода сегодня очень классная, солнечно. Людей не так уж много, но много туристов русских. И очень много и китайцев, и японцев Да, на самом деле. Да, но очередей больших нету, это плюс. Ребята, короче, в этом парке куча инстаграмных мест. Здесь можно пофоткаться, очень прикольно. Заснять красивые площадочки обзорные. Ну и зачекиниться в инстаграме. Что сейчас Ирка и будет делать? Ребят, вы только посмотрите на этот туннель. Он вроде бы туннель круглый, да? Но меняется мировоззрение, и он как будто под наклоном. Ирка, тебе нравится здесь? Да. Прикольно? Очень красиво. Аллеи парка не просто прогулочные дорожки, а сложная единая система, объединяющая все части парка. Дорожки причудливой формы, складывающиеся в удивительный узор. Архитектор назвал их «птичьи гнезда». Они ведут во все уголки парка, богато украшены растениями, фонтанами, причудливыми гротами и беседками. Сделаны такие закрученные как будто. Вот эти упоры такие мощные, их так много. На века. Все лепили по камушку, по камушку. Там голуби живут. А наверху, где постальный зал. Идемте, я вам сейчас покажу его. На стенах паркового комплекса встречаются различные фигурки и скульптуры животных, но символом признана мифическая саламандра. Считается, что эта саламандра охраняет парк Гауди, Уэйт. Ну и по ступенечкам мы поднимаемся, где постальный зал этот. Проще сказать, он был задуман как рынок. 86 колонн всего. Здесь хотели что-то типа торговать чем-то. Даже специальные крюки наверху. Что-то подвешивать, не знаю зачем. И отсюда открывается красивый вид на пряничные домики. Все фоткаются. Вот они, попугайчики здесь. Они как воробьи здесь летают. Ой, какой ты красивый. Большой. Напугал его. Он полетел по своим делам. Ну и, конечно, по концовочке можно зайти в магазинчик и купить пару сувенирчиков. Красивых пряничных домиков, магнитиков разных. Саламандра.
сувенирная лавка располагается в домике поменьше. Раньше здесь была парковая администрация. Большой домик принадлежал сторожу. Сейчас он закрыт для посещения, и можно полюбоваться только снаружи. Ребятки, предлагают вот такие вот туры на велосипедиках. How much? Going. The Gaudí, House Vincent, Milá House, Gaudí House, se finish Plaza Catalunya, in East de la Rambla or in Zion Gótico. Короче, 8 локаций. 8 локаций. How much price? 15. 10 one person, Sagrada Familia. One person, до Саграды 10 евро 10. с человека. And continue, no problem, in Zion Gótico, Barceloneta. Okay, thank you. No Barceloneta. Так что, если есть желание покататься на великах, на такой вот карете, можете за 10 евро отсюда вот до Саграды добраться. Либо сделать маршрут за 25 по Барселоне. Ребята, сувенирный магазинчик — это просто сказка, конечно. Столько много здесь прикольных вещей продают. Заходите, покупайте, здесь классно.